Приветствую, друзья! Продолжая серию, связанную с погодными условиями, компания BQAce выпустила очередные зимние наушники Frost, внутри которых стоит один хитрый 10-миллиметровый динамик и, как нововведение, микропланарный драйвер на самых верхах. Модель получилась чувствительная, с широким частотным диапазоном и грамотно настроенной АЧХ. О ней и говорим. Поехали! Упаковка у нее простая, но выполненная со вкусом. В комплекте шла документация, простенький черный чехол, пенки, щеточка для ухода за наушниками и два набора недорогих силиконовых амбушюр. Кабель смотрится солидно, он витой, из плотного силикона, со штекером сразу на 4,4 мм джек и сопротивлением на каждый жил по 0,3 Ома. Шикарное решение, большего от него и не требуется. Чашечки здесь из металла, с 3 отверстиями для компенсации, очень мелкой сеточкой и зимним узором на внешней части. Смотрится это неплохо, да и сидят они довольно удобно. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас быстрый, как в игровых решениях, импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,3%, что просто великолепно. Фаза правильная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете изучить на соответствующих графиках. На АЧХ низкие частоты приподняты на 5 дБ, чуть более выраженная по амплитуде область разборчивости, акценты на имитации ушной раковины и псевдодетализации и, пусть и в виде качелей, но довольно протяженные высокие частоты. Как видите, настройка у нас намного гармоничнее, чем у последних Cloud и Wind, и очень похожа на легендарные Yanyin Canon 2. На слух звучание у них сочное, с естественной полнотой и явно выраженной мелодической составляющей. Эмоции тут буквально бьют ключом. Бас четкий, упругий, с достаточной глубиной и ударом. Серединка до магнетичности притягательная, живая, с высоким разрешением, разделением и динамикой. Одна беда – легкая заглушенность на самом верху диапазона. Не очень понимаю, как такое могло получиться с заявленным микропланарным излучателем, однако звучание здесь закрытое, слегка притемненное и ограниченное по своему масштабу. И это, заметьте, при почти идеальной по ширине и максимально протяженной в глубину сцене. Джазовые, симфонические, а также иные мультиинструментальные произведения раскрываются в них, как говорится, на ура. Сама же ограниченность, о которой я только упомянул, подсвечивает нам размер помещения, чем сильнее фокусирует на вокальной составляющей и той самой, любимой многими меломанами, голографичности. Баланс частот прекрасно выдержан, звучание ощущается ровным и, несмотря на графики, довольно басовитым. Серединка не оттеняется сама собой, прекрасно читается, а на верхах нет ни резкости, ни излишней агрессии, ни какой-нибудь грязи. Порадовать же они могут множеством интереснейших акустических оттенков, реалистичными в плане веса и насыщенности образами, зашкаливающим драйвом и своей просто невероятной певучестью. Скажу больше, любое сравнение Frost с чисто планарными наушниками изначально обречено на провал. У плоских и откровенно сухих планарных излучателей нет ни малейшего шанса.
Tin Hi-Fi T7, к слову, тоже динамические, но на фоне BQAce заметно так смещены по балансу и, как следствие, не столь гармоничные, мясистые и цельные. Из них я бы выбрал именно Frost. Ziggurat Arcadia и Odyssey точно не хуже по настройке, но не такие певучие и эмоционально заряженные. Масштаб у Frost чуток пониже, чем у Arcadia, зато намного крупнее, чем у Odyssey. Разрешение тут на уровне планарных и хороших гибридных драйверов, высокая динамика, артикуляция и, что особо радует, шикарное погружение в материал и просто потрясающая собранность подачи. Без размазывания и искусственно поднятого разрешения. Сцена особо не выдвигается в сторону слушателя, отличное позиционирование и атаки, а следовательно, кроме откровенно музыкальных достоинств, здесь хорошо также и техническая часть. Возможно, все дело в микропланарном излучателе. По стилистике они прекрасно раскроют для вас рок, все электронное, джазовое и академическое, а также любые вокальные и текстурно ориентированные направления музыки. Какого-то серьезного усиления им не требуется, видно, что микропланар тут очень чувствительный. От источника я бы просил только нормальную детализацию, скорость и ровную АЧХ. С остальным наушники справятся самостоятельно. Вообще, если говорить откровенно, то я бы определил Frost скорее в вокальные наушники, но не из-за особенностей настройки, как это обычно бывает, а потому что настолько чарующий, прямо магнетичный вокал еще поискать. При этом текстуры у нас точные и богатые, у тембров есть объем и глубина, а в звуке соседствует всеми любимое разрешение с почти фантастической мелодикой. Как итог, наушники BQAce Frost неплохо смотрятся, удобно сидят, имеют настройку, сравнимую с лучшими решениями на рынке, отличный кабель в комплекте, низкие искажения и начинку из шикарного по возможностям динамика и современного микропланарного драйвера. Звучит модель предельно насыщенно, в музыкальном смысле эффектно, очень мелодично и во всех смыслах гармонично. Если бы не легкая заглушенность на верхах, думаю, они смогли бы потягаться даже с решениями за $600 США. В нашем же случае при просто потрясающей переданной сцене, балансе частот и собранности все же есть легкая недостача воздуха и эффект ограниченности пространства. Но это скорее не минус, а эдакая акустическая особенность. В остальном здесь прекрасное разрешение, отличные атаки, высокая читаемость, динамика и живые, невероятно естественные образы. Если вы любите очень эмоциональное, тембрально богатое исполнение, без компромиссов в плане скорости и разрешения, то это именно оно. Сам я такое просто безумно люблю, потому буквально залипал на них целыми вечерами. С небольшой особенностью, но очень крутые наушники. Могу рекомендовать. А у меня на этом все. Это была модель BQAce Frost. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. На них нужно подписаться. Всем, друзья, добра!